Друзья, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Ну что, друзья, пришло время узнать, какой же смартфон из среднего сегмента делает самые крутые фотографии и снимает самое классное видео. Я взял 4 самые популярные марки и 4 смартфона, которые являются топовыми середняками. Realme 9 Pro Plus, звук прямо сейчас идет с него, это Realme 9 Pro Plus. Это Galaxy A53, звук прямо сейчас идет с него, Galaxy A53. Redmi Note 11 Pro Plus, звук прямо сейчас с него. И свежак OnePlus Ace или OnePlus 10R, звук прямо сейчас идет с него. Эти смартфоны продаются примерно в одной ценовой категории, плюс-минус там 5000 рублей. Причем на Алиэкспрессе их можно, конечно же, купить подешевле, в России они продаются дороже. Мы с вами поснимаем фото и видео в темноте, поделаем портретики. Короче, полная программа у нас впереди. А вы, соответственно, узнаете, какой же из этих смартфонов снимает круче всего. В общем, давайте начинать. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Я прямо сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге, это центр. 3:23 сейчас на часах, не то что белые ночи, но уже расцветает. Сзади у меня Петропавловская крепость, короче, самый центр Питера. И сразу хочу задать вам вопрос, вот честно. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какой из этих смартфонов сделает круче всего фото и видео? Вот можете прямо сейчас написать в комментариях, какой из этих смартфонов, как вам кажется? И интересно, знаете что? Останется ли у вас мнение таким после просмотра этого видео, или оно изменится? Кстати, друзья, если нужно приобрести эти смартфоны в России по классной цене, рекомендую вам моих друзей, компания Цифрус. Внизу оставляю ссылочку, переходите, посмотрите, у них есть все эти модели, доставка по всей России. И если, кстати, именно по этой ссылке перейдете, вам будет подарок, так что welcome. Ну, в целом, что вот так вот можно сказать по фронтальной камере? Я вижу, что на Xiaomi я немножко по такой розовее, краснее. Я вижу, что на OnePlus у меня здесь все засвечено. Realme в целом неплохо, Samsung в целом неплохо, но на Samsung шпиль куда-то делся у Петропавловской крепости, а на Realme шпиль есть. В целом шпиля нету на Xiaomi, да и на OnePlus тоже шпиля нет. Короче, шпили-вили есть только на Realme. Можно посмотреть на стабилизацию, на динамический диапазон. В целом я могу сказать, что, наверное, динамический диапазон самый слабенький на OnePlus, но при этом на OnePlus самый большой и широкий угол. Видите, я самый маленький на OnePlus, соответственно, больше всего объектов помещается в OnePlus. На всех остальных смартфонах все примерно одинаковое. Но давайте посмотрим, как снимает основная камера. OnePlus неплохо, Samsung неплохо, но при этом на Samsung вся передняя часть темная, и на Realme тоже вся передняя часть темная. А вот OnePlus, посмотрите, у нас и закат весь очень четенький, и Петропавловская крепость очень четкая. И вот эти цветы, которые здесь есть, они тоже не такие темные, какие они, например, темные на Samsung. Redmi, наверное, не берем в расчет, потому что, посмотрите, и трава у нас склеивается, и все, честно говоря, не очень. Жалко, что на Redmi, на топовом Redmi у нас камера, которая с первых же секунд начинает проигрывать, причем она проигрывала как по фронтальной камере, так и по основной. Ну и стабилизацию вы тоже можете сейчас посмотреть. В целом, мне кажется, что примерно одинаково они отрабатывают. Я могу ради интереса пробежаться. А вы скажите, как вам стабилизация? Ну а вот так вот у нас происходит съемка 4К 30 FPS. Здесь уже со стабилизацией гораздо сложнее. Мне кажется, что самая приятная стабилизация здесь на Samsung. Более самая ровная получается картинка. Realme тоже неплохо. А вот Redmi и OnePlus, честно говоря, стабилизацией не радуют. Кстати, еще один лайфхак. Если вам кажется, что я вам сейчас навязываю свое мнение, можете просто выключить звук и смотреть сами на картиночку, абсолютно не подвергаясь моему какому-то воздействию. А потом обязательно в комментарии напишите, типа, вы считаете, что, например, OnePlus или там Samsung или Redmi или Realme оказались самыми классными. И если включить сверхширокоугольную камеру, то Redmi вообще выпадает. Посмотрите, сейчас деталей вообще нету. На земле деталей нет. Если посмотреть на Петропавловскую крепость, все засвечено, цвета пропадают. Я могу сказать, что, кстати, сейчас мне больше всего нравится картинка на OnePlus. Она самая реалистичная. На Samsung, посмотрите, нету засветов, это хорошо. А вот Realme немножко засвечивает у нас восход.
поэтому у нас есть такие белесые пятна. Такие же ровно, как и на Redmi. Вот так работает стабилизация. Ну, я бы сказал, что по стабилизации все смартфоны примерно одинаковые. И, кстати, друзья, если вам кажется, что я говорю, что стабилизация хорошая, а вы такие: Филипп, да посмотри, ну как же она хорошая, вы обязательно пишите, типа: Филипп, ты не прав. Я считаю, что на минуте 37 ты говоришь неправду. И дальше напишите, в чем суть вашей претензии. Ну, самая непростая часть — это вечерняя съемка. Прямо сейчас можно посмотреть на плитку, и мне кажется, что на OnePlus она получилась лучше всего. Стабилизация, картинка, тени. Сейчас мы с вами все и узнаем, кто же у нас лучше всего снимает, а кто хуже всего снимает. Ну, по листве можно посмотреть. Да, у нас совершенно все по-разному отображают листву. Мне, кстати, на Samsung, наверное, цвет больше всего нравится. Сейчас можно посмотреть на дерево. Его не видно на Redmi, видно что-то на Samsung, что-то на Realme, но темновато, и на OnePlus тоже темновата картинка, хотя на OnePlus мне кажется, что она самая детализированная получается, но достаточно темная. Samsung, Realme, на Realme какие-то у нас артефакты получаются на дереве, не очень мне нравится. Вот у нас на Redmi получился цвет какой-то зеленоватый у дерева, хотя он должен быть немножко другим. Давайте посмотрим на красавца Исаакиевского собора. Заодно смотрим на землю, потому что по ней мы видим, что на OnePlus очень хорошая детализация, а все остальные практически съели всю землю. Вот прямо сейчас, видите, на OnePlus прямо видны песчинки. У всех остальных, по большому счету, все съедено. Ну, давайте посмотрим на Исаакиевский собор. Он темноват на OnePlus. Ну и, в принципе, на OnePlus немножко темновата картинка в тенях. Хотелось бы, чтобы она была поярче, например, как на Realme. На Realme хорошо, на Samsung неплохо. И на Redmi, наверное, самая скромненькая картинка, но мы уже сегодня с этим сталкивались. Дальше смотрим на вечерний Петербург. Здесь достаточно сложно, потому что много ярких объектов, засвеченных. Видно, что у нас по-разному, опять же, отображаются у всех цвета. Вот на Redmi, например, небо самое такое голубенькое было и самое ненатуральное. Сложно отображать вот эти цвета, вот эти яркие надписи, и я даже не знаю, кто с ними справляется. На OnePlus все немножко засвечено. Давайте вот сюда посмотрим. Galaxy неплохо, но на Galaxy есть какая-то дымка, а все остальные получше справились. И опять же на OnePlus темная картинка, то есть, скорее всего, нужно немножко поднимать экспозицию, чтобы такой темени не было. Потому что OnePlus мне нравится, как дает картинку по детализации, но в тенях слишком темновато получается. Ну и на Realme у нас какая-то слишком рыжая картинка получается, особенно если смотреть на асфальт. Redmi тоже. У нас было утро, была ночь, и теперь у нас дневная съемка. Ой, посмотрите, какая красивая трава на OnePlus. Зеленая, живая, хорошая. Какая она, честно говоря, серенькая на Samsung. Вот OnePlus и Realme дают самый правильный цвет. Мне вообще на Realme нравится очень картинка. И на Redmi, на Samsung очень не зеленая трава. Вообще странно, честно говоря, видеть. Samsung до этого показывал себя хорошо, а теперь очень блекло. Видите, да, прямо разница большая и, естественно, более правильный цвет на Realme. Вот на Realme вообще самый хороший сочный цвет получается. Можно заодно, кстати, посмотреть, как у нас отображается небо, потому что у нас есть засветы на некоторых смартфонах типа Samsung и Redmi, а на Realme и на OnePlus такого засвета нет. Видите, небо уже заметно. В общем, OnePlus и Realme хорошо себя показывают в дневной съемке, Samsung и Redmi, честно говоря, меня не очень порадовали. Ну и еще один любопытный сценарий, а самое главное сложный. И здесь мы смотрим, как смартфоны могут отображать яркое солнце и вообще яркий закат. OnePlus хорошо, на Realme немножечко засвечено, Samsung неплохо, Redmi немножечко дает розоватую картинку. Но в принципе ни у кого не получается нормально обработать солнце. Если бы у нас здесь был какой-нибудь флагман, то вы бы заметили, как солнце превращается из такого здоровенного шара в маленькое солнце. Вот, на флагмана все-таки лучший динамический диапазон, поэтому и картинка была получше. Но в целом, посмотрите, да, выглядит все достаточно эпично. Что могу сказать вообще по итогам, друзья? Ну, Redmi все-таки, к сожалению, сливает как по основной камере, так и по ширику. Samsung, честно говоря, меня не очень порадовал в дневной съемке в плане цветов. OnePlus и Realme дает очень хорошие цвета. OnePlus ночью снимает классно по детализации, но картинка темноватая, поэтому ее надо будет поднимать. Что вы думаете по этому поводу, друзья? По поводу видеовозможностей напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я предлагаю сейчас перейти к самому интересному. Это, конечно же, фотки.
Ну вот сейчас, друзья, мы все и посмотрим. Огромное количество фотографий я специально для вас сделал, чтобы вы могли с разных сторон посмотреть на все эти 4 замечательные смартфона. Ночью, в ночном режиме, широкоугольная камера, портретики против солнца, портретики по солнцу, фотографии людей, закат, восход. Ну вот я, видите, везде для вас побывал, чтобы сделать фотографии совершенно разного плана. Так что не забудьте поставить лайк под это видео, чтобы оно получило большее распространение, большее количество людей увидело и узнало правду о смартфонах. Предлагаю начать с вечернего красивого Санкт-Петербурга. Сразу видно, что на Xiaomi у нас не очень хорошо отображаются цвета. Видите, белые, они засвечены. Вот, например, на Samsung. Точнее так, желтые, видите, они превратились в белые, то есть они засветились. Вот на Samsung не засветились, все хорошо. Собственно, на OnePlus, на Realme такая же история. На Samsung самые желтые, то есть они получаются самые подкрашенные. Честно говоря, не вспомню, какие они были в реальности, но допускаю, что они в белые все-таки не превращались, поэтому Samsung здесь молодцом. Что касается деталей, то я могу сказать тоже, Samsung очень хорошо. Посмотрите, и в тенях у нас тени не черные, а серые. Например, на OnePlus все черное. Redmi плохо. Ну и судя вот по этому зданию, Samsung хорошую дает детализацию, лучше, чем на OnePlus, ну и на Realme. Redmi слабо. Здесь мы с вами смотрим и на баланс белого, и на работу HDR, и на все остальное. Посмотрите, какой замечательный белый, шикарный цвет на Redmi. Правда, посмотрите, Redmi тут все засветил, и в итоге у нас получается брак. На OnePlus белый стал желтым, но при этом хорошо отработан фонарь, то есть HDR работает хорошо, а на Realme наоборот, HDR не отработал хорошо, поэтому у нас фонарь засвечен. На Samsung тоже неплохо отработан HDR, правда на Samsung, видите, есть такой ореол, а на Realme и на OnePlus его нету. Кстати, напомню, что на Realme и на OnePlus у нас стоит один и тот же модуль IMX 766. Очень желтый у нас получился OnePlus. Что касается деталей, то я могу сказать, что, смотрите, Samsung хорошо, детали, вот у нас решеточка видна, на OnePlus не видна, на Realme видна, на Redmi тоже видна. Но на Redmi, конечно же, брак, поэтому такой кадр не очень подойдет. OnePlus и Realme желтоватые стали, синеватый такой Samsung. Следующее здание, и видно сразу, что Xiaomi опять засвечивает. Посмотрите, все окна, вот тут все внутри, все засвечено. Хорошо отработано все на Samsung, а на Realme чуть-чуть засвечено, а на OnePlus еще больше засвечено. Смотрите, как OnePlus у нас засвечивает все, а? Не очень хорошо отрабатывает. Samsung молодцом, красавчики, что можно сказать. И вот здесь тоже, видите, фонарь, по сути, только Samsung смог нормально отработать, все остальные его засветили. Смотрите, Samsung у нас плавно вырывается в лидеры, да, вот этого среднего сегмента, то есть по фото он хорош, а по быстродействию он проигрывает и Realme, и OnePlus, и примерно как Redmi. Вот еще интересно, только один Samsung смог отработать вот эту надпись, я, правда, не могу ее прочитать, но все равно на всех остальных она засвечена вообще. Это у нас был красивый рассвет, и это двукратное увеличение. Ой, посмотрите, как здорово Realme все сделал, прямо красиво. На OnePlus, честно говоря, темновато. Samsung неплохо. Samsung примерно так же, как на Redmi. Однако Samsung, посмотрите, как хорошо отрабатывает вот эту зону. Это у нас гостиница Astoria, и Samsung все вытянул. Посмотрите, на всех остальных у нас засветы Samsung вытянул, красавчик. При этом Samsung, наверное, по деталям поменьше. Вот мне нравится на Realme и на OnePlus. Такая хорошая картинка, на Samsung рыхлая. А Redmi, ну что-то непонятное. Посмотрите, как деревья вообще получились хорошо на OnePlus. О, как здорово, прям детализация шикарная. А на Samsung в кашу. На Samsung даже похуже, чем на Redmi. И Realme тоже неплохо. Но вот OnePlus в тенях очень темно. А так-то хорошо по детализации. Посмотрите, как хорошо OnePlus сделал. Ой, как классно вообще, посмотрите. OnePlus шикарен в этом моменте. Жалко, темноват. А Samsung, наоборот, честно говоря, расстраивает. Ну и Redmi самый расстраивающийся. Еще одна картинка. У кого-то потемнее, у кого-то посветлее, у кого-то пожелтее. Самая холодная картинка, как всегда, на Redmi. Но мы, кажется, к этому уже привыкли. Смотрим опять на детализацию. И опять, смотрите, OnePlus хорошо, Realme хорошо, Samsung хуже и Redmi еще хуже. То есть мы получаем такую историю, что в вечернее время суток OnePlus и Realme делают фотографии лучше, чем Samsung, а Samsung очень хорошо отрабатывает светлые все зоны. Следующая интересная картинка. Здесь смотрим, как отрабатывает HDR. Ой, как классно. Он отработал на OnePlus, наверное. Хуже всего на Redmi. Realme и Samsung тоже неплохо
неплохо. Давайте смотреть на детализацию. Детали очень хорошо на OnePlus, Samsung тоже неплохо, на Redmi очень все темно, на Realme неплохо. Но на самом деле, давайте так, OnePlus, конечно, хорошо отработал HDR, но небо он сделал слишком синим, то есть слишком много тут HDR на самом деле. Небо было такое, знаете, расцветающее, вот как на Redmi. Ну и по деревьям всегда хорошо смотреть на детализацию. Темное дерево на Redmi, на Realme, на OnePlus достаточно такое цветное. То есть смотрите, у нас листва такая зеленая, хорошая. Давайте посмотрим и увеличим. Ну вот детализация опять же. OnePlus, Realme, Samsung похуже, Redmi совсем плохо. Судя по фоткам, это 3 часа 11 минут. Смотрите, какой красивый пейзаж в Санкт-Петербурге. Ну что, засветы на Redmi, Samsung хорошо, Realme неплохо, OnePlus хорошо. Давайте смотреть на детализацию. Да, ну по детализации ровно так же фигня. Redmi хуже всех, затем идет Samsung, Realme и OnePlus хорошо. OnePlus прям вот меня радует. Он, конечно, темноватую картинку порой делает, но по деталям вообще отлично. А это, друзья, у нас 10-кратное увеличение. Понятное дело, что оно исключительно цифровое, но так или иначе OnePlus, Realme, Samsung вообще весь развалился, ну и Redmi, честно говоря, тоже. Мне кажется, тут даже Redmi сделал лучше фотку, чем Samsung. Что-то Samsung слабо расслабился. Еще одна темная картинка, и здесь опять же OnePlus делает темноватую картинку, хотя это везде ночной режим. На Redmi засветы, пересветы и небо вообще цвета такого лазурно-голубо-синего, которым оно никогда не было. Давайте смотреть на детализацию. Ну все равно то же самое, да? Realme, OnePlus, Realme, Samsung и Redmi. На Redmi вообще какая-то беда. Жаль. Вот интересный сценарий. Это фотография очень ярких объектов. Достаточно сложная на самом деле штука. Но давайте смотреть, кто нас засветил, кто нет. До этого мы помним, да, Samsung хорошо справлялся. Здесь вообще все, я бы сказал, так хорошо справились. Лучше всего, наверное, посмотрите, свой дом. Вот, надпись можно прочесть на OnePlus. OnePlus красавчик. Samsung почти. Дальше Realme и Redmi очень сильно все засветил. Короче, OnePlus хорошо. На Samsung, видите, еще такое есть небольшое, как будто бы облако, пелена. Ну, люди скажут, что я не протер камеру, но, конечно же, я протирал ее. Так, еще одна подобная фотография. Давайте смотреть. Ну что, опять красавчик OnePlus. Samsung здесь тоже неплохо. На Realme очень темно. И на Redmi, опять же, очень темно. Мне вообще нравится, как здесь получилась фотография на Samsung. Вот тут на OnePlus все очень обработано. Как-то на Redmi, ну, понятно, слабо. Realme неплохо, а Samsung прямо хорошо сделал. Единственное, что засветил, да, вот эта зона, видите, она засвечена на Realme, на OnePlus, на Realme она не засвечена. Даже Redmi тут сделал получше. Мы с вами посмотрели фотографии в вечернем ночном режиме на основную камеру. Samsung себя показал хорошо с точки зрения обработки световых объектов, но по детализации он в какой-то момент начал проигрывать и OnePlus, и Realme. OnePlus показал себя хорошо по детализации, но темноватые картинки. Realme неплохо. Хуже всех оказался Redmi. Давайте посмотрим, как ширик работает вечером и ночью. Так, ну что, вот у нас ширик, на Redmi у нас опять все засвечено, на Samsung, смотрите, очень темно, прямо здесь вода, прям вот, ну, темень, вот смотрите, какая темнота на Samsung. OnePlus хорошо, Samsung, опять же, посмотрите, хорошо обрабатывает яркие объекты, поэтому у нас нет засвета, пересвета, а на OnePlus и на Realme у нас здесь пересвет. Ну и вообще все в какой-то розовой пелене на Redmi. Еще одна фотография на сверхширик. Тут, конечно же, мало было света. И что мы имеем? OnePlus неплохо, Samsung слабовато, на Realme дернулось все, Redmi, ну, что-то среднее. Эту картинку мы видели на основную камеру, теперь сверхширик. Samsung опять очень хорошо отрабатывает и нету никаких засветов. На Redmi опять засветы, на Realme и на OnePlus опять засветы. Ну, примерно такая же история, как и на основную камеру. Смотрим теперь по детализации. Ширик проигрывает по деталям. Realme не очень, OnePlus хорошо, Samsung неплохо и Xiaomi, Redmi тоже неплохо, но все пересвечено. Ну, еще одна фотография на ширик, очень прикольно сделал Realme, темный ширик на Samsung, Redmi неплохо, OnePlus что-то среднее. Давайте смотреть по деталям. Детали, кстати, на Redmi неплохие. Все остальные справились, ну, как-то примерно одинаково. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но вот тут мазня на OnePlus, на Realme, Samsung неплохо, но темновато. Да, темная картинка получается. Давайте теперь переходить к портретикам. Портретный режим. Смотрим, что у нас тут интересного. Ну что, Samsung неплохо. Redmi опять все размазано. Realme неплохо. OnePlus, честно говоря, здесь не лучшим образом
справился. Еще одна картинка. Ну вот опять у нас Redmi начинает все засвечивать. Очень приятный скинтон на Samsung. Такой приятный коричнево-рыжий. Realme неплохо. OnePlus, честно говоря, не лучшим образом. Ну вот, а Redmi, честно говоря, вот прям беда у Redmi. И если вы купили Redmi, знаете, что, к сожалению, вы будете делать самые худшие фотографии из всех. Да, прошу прощения, что я вам приношу такую дурную весть. В целом, в остальном, как у нас справились? Да, ну хорошо, на Samsung не хватает опять деталей. Видите, пиджак получился у нас без текстуры. На Realme прям, посмотрите, прям видна вся текстура, красавчик. И OnePlus тоже неплохо. Samsung здесь что-то сплоховал. А по лицу так вроде и не скажешь. Еще одна фотография, портретный режим. Алена, как всегда, старается хорошо улыбаться. Алена, кстати, у нас читает новости на Радио Рекорд. Так что, если вы слушаете Радио Рекорд, в середине часа всегда услышите актуальные новости. Так, ну по деталям здесь, кстати, Samsung хорошо. OnePlus так себе, Realme неплохо, Redmi тоже неплохо, Samsung, наверное, лучше всех справился. Хотя вот текстура пиджака, опять же, очень хорошо видна именно на Realme. Выходим на улицу, смотрим, что у нас есть здесь хорошего. Опять же, все засвечено на Redmi, а на OnePlus очень агрессивно работает HDR. Он, конечно, делает картинку, посмотрите, такой очень яркой. Посмотрите, она насколько яркая по сравнению, например, с Realme. И вообще на Realme получилась такая пресная картинка. Очень такой очень странного цвета трава. На Samsung вот хорошо получилась трава. И Samsung вообще сделал неплохую картинку. Ну, смотрим на лицо. Лицо, кстати, хорошо получилось на Redmi. И оно только получилось, знаете, самое без обработки. На Samsung деталей как-то не хватает. На Realme что-то тут слишком переработали лицо. На OnePlus неплохо. Так, вот еще одна интересная фотография. О, OnePlus, смотрите, все засветил. Как-то, в общем-то, неожиданно. До этого справлялся. Redmi не справлялся. Тут понятно. На Realme у нас странного цвета небо. На Samsung цвета небо хорошее. Смотрим на лицо. Хорошо вот на Samsung, но как будто бы вот все-таки деталей немножко не хватает. Смотрите на волосы, да, они немножко склеенные. На Realme и на OnePlus волосы получились получше. То есть фотография вообще такая вся миленькая, замечательная. Издалека, наверное, класснее всего получился Samsung. Посмотрите, все как бы уравновешено. Но на Samsung немножко не хватает деталей. OnePlus, что тут вообще? До этого было хорошо, а тут взял и испортился. Еще одна фотография. Это опять Samsung делает хорошо. Смотрите. Я допускаю, что в Samsung опять будет меньше всего деталей, но вот так вот издалека хорошо. OnePlus что-то какой-то зеленый, Realme, ну, получше, Redmi опять все засвечено. Да, как я и говорил, смотрите, на Samsung немножко не хватает деталей по сравнению, например, с Realme. На Realme очень хорошо, смотрите, какое озорное лицо получилось. На OnePlus тоже как будто бы чего-то не хватает. Вот, но в целом, еще раз скажу, если вот так смотрите издалека, Samsung. Так, еще одна фотография против солнца. Давайте смотреть. Видно, что на Realme, честно говоря, у нас солнце-то ушло, поэтому тени нету, да, видите, на OnePlus есть. Ну ладно, бог с ним, не будем игнорировать эту фотографию. В любом случае, прикольное лицо подсвечено на OnePlus. На Samsung темновато. Это, кстати, широкоугольная камера, я так понимаю. Везде все получилось немножко по-разному. Очень сильно обработан на Samsung трава. И это как бы перебор. Так, не надо обрабатывать траву. Realme, OnePlus. Redmi тут, кстати, с травой тоже неплохо справился. Ну вот оно лицо как выглядит. Вообще у всех как бы хорошо, приятно. Не знаю даже, где вот лучше. Где лучше получилось лицо. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам кажется. По деталям, наверное, можно сказать, что OnePlus тут не очень хорошо справился. Но давайте дальше. Еще одна фотография, не против солнца, а по солнцу, но все равно Redmi у нас немножечко все пересвечивает, делает очень какую-то светлую картинку. Вот отсюда прямо приятно смотреть на все фотки, наверное, кроме Redmi. Смотрите, как прикольно получается фотография, а? Очень приятное лицо, везде выглядит. На Samsung, может быть, немножко куда-то, вот опять же, не хватает деталей, а OnePlus и Realme хорошо, мне нравятся детали, хорошо получились, лицо, локоны, все классненько. Мне, кстати, интересно, друзья, узнать у вас, вот для вас что важно? Вот так вот, как целиком выглядит фотография, вот как на Samsung, например, небо хорошо получилось и все остальное, либо когда вот вы увеличиваете и оказывается, что на Samsung немножко не хватает деталей по сравнению, например, с OnePlus. Вот вам что важнее? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Еще один портретик. Redmi. Redmi, что ж ты делаешь, Redmi? А, друзья из Xiaomi, ну очнитесь, пожалуйста. Это же программная фишка, сделать нормальный
HDR. Пожалуйста, допилите. Redmi 11 все-таки классный смартфон. Так, смотрим. Samsung хорошо, Realme хорошо, OnePlus цвет лица немножечко такой коричневатый, как будто бы не очень правильный. Может быть, Samsung слишком красноватый, не знаю. Но вообще хорошо. Опять же, у всех разная обработка. На Realme такая более жесткая обработка, помягче на OnePlus. На Redmi обработка со светами. Samsung неплохо. В общем, такая фотография. Но решил я в сложные условия поставить наши телефоны, и все они, честно говоря, не очень справились. Например, Samsung практически хуже всех справился. Это фотография напротив окна, а OnePlus наоборот. Посмотрите, как классно OnePlus по сравнению с Samsung сделал фотографию. Realme что-то среднее, и Redmi, как всегда, ни деталей, ничего. При этом Samsung, посмотрите, лучше всего отработал задний фон, потому что ни один из смартфонов не показывает, что у нас, оказывается, за окном что-то есть. У всех все засвечено. Но при этом на Samsung, конечно, все стало не очень по деталям. Так, еще несколько фотографий. Алена в кафе. Опять у нас засвечено лицо на Redmi. Уже устал я об этом говорить. Samsung хорошо выделяет глаза. Возможно, немножко не хватает вот такой обработки на OnePlus. То есть, видите, такая более жесткая обработка на Samsung. Но мне кажется, что она вот здесь нужна. Realme тоже неплохо. А OnePlus тут, так себе. И еще одна фотография. Это уже портретный режим. Вот опять мне нравится, как у нас Samsung все сделал. И мне кажется, это первая нормальная фотография от Redmi. Вот действительно неплохая. Вот все были бы такие без засветов и так далее. А так, смотрите, мне нравится. Хорошо получилось все. Тут что-то и Realme сплоховал, и OnePlus не очень. Samsung тут как будто бы лучше всех справился. В общем, друзья, смотря вот на портретике, конечно же, Redmi давайте не будем брать в счет. Samsung хорошо делал фотографии людей, но порой не хватало деталей. А на Realme и OnePlus порой детали были получше, но сама композиция была вот не очень хорошо. То пропадает задний план, как было у нас на OnePlus, то на Realme не очень правильная обработка. Интересно узнать у вас, вот именно по фотографиям людей. Что вы скажете? Кто вам понравился больше? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну а мы с вами еще посмотрим фотографии. Вот у нас закат. Redmi у нас опять ушел в закат, к сожалению. Samsung хорошо, Realme хорошо. Вообще такие драматические, хорошие фотографии у нас получились. Смотрим на детализацию. Redmi по деталям неплохо. Redmi просто в целом плохо, а вот по деталям неплохо. Смотрим на все остальные фотографии. Samsung, Realme, OnePlus. Хорошо, на Samsung опять деталей чуть поменьше. Еще одна фотография, еще один пейзаж. Опять засвечено все на Redmi, а на Samsung наоборот немножко темновато. Желтоватая картинка на OnePlus. И, наверное, все-таки слишком она такая желтоватая получается. Realme тут тоже засветил. Samsung, как всегда, хорошо справился с засветами. Может, лучше всех, да. По деталям, что можно сказать? По деталям, кстати, тоже все примерно одинаково. Давайте не будем брать опять Redmi в счет. Еще одна фотография. Сзади закат. С закатом у нас опять не справляется Redmi. Тут все засвечено. На Realme тоже засвечено. Samsung и OnePlus справились лучше всего с закатом. По деталям тут, кстати, Redmi неплохо. Да тут по деталям, я бы сказал так, все в целом неплохо. Так, примерно одинаково. Плюс-минус. И давайте теперь посмотрим, как работает фронталка. Желтоватая фронталка на OnePlus. На Realme неплохо. Samsung хорошо. И вот заднюю часть тоже хорошо. И Redmi даже у нас тут неплохо. Хотя вот если приблизить, да, посмотрите, как все классно на Realme. Redmi, OnePlus послабее. Redmi вообще страх, и Samsung неплохо. Еще одна фотография, тоже проверяем, как так вышло, что на OnePlus такая слабая получилась фотография. Samsung неплохо, Realme неплохо, и тут Redmi тоже в целом неплохо. Но вот приедете вы на какой-нибудь Бали, будете фотографироваться на фоне заката, что у нас? Redmi опять все засвечивает, Samsung неплохо, OnePlus прямо тоже неплохо, правда куда-то размытие делось, и Realme тоже неплохо. И вот только что на Samsung все вроде было неплохо, но бац, и засвечен задний фон. Это как так? То есть, посмотрите, все справились, даже этот бедный Redmi, который сегодня вообще везде пролетал, раз и тут что-то Samsung вообще нехорошо сделал фотографию. По деталям смотрим, все примерно одинаково. Мне вот на OnePlus не очень нравится. Хотя тут и Realme тоже что-то мутит. Но если вы думали, что в прошлый раз Samsung случайно пересветил задний фон, то вот еще одна фотография, опять Samsung пересветил задний фон. Здесь неплохо у нас сделал OnePlus. Realme еще получше, прям по деталям хорошо. Realme, мне кажется, фронталка самая лучшая. Redmi, понятное дело.
В общем, вот такая вот история. Ну, друзья, вот огромное количество фотографий, посмотрите, 232 фотографии, это только то, что вошло, а еще сколько всего не вошло. Redmi сразу, да, аутсайдер, к сожалению, с этим ничего не поделаешь. Samsung неплохо по цветам, по деталям, наверное, хотелось бы побольше. OnePlus и Realme, я бы сказал, знаете, немножко нестабилен. То хорошо, то не очень хорошо. То с деталями прилично, то по цветам не очень хорошо. Так что, мне кажется, прошивки будут поправлять OnePlus и Realme. Но OnePlus вообще самый свежий здесь телефон. А Samsung, не знаю, смогут ли они апдейтами что-то исправить. В общем, вот такая вот история. Что вы думаете, друзья, по поводу всех этих фотографий? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а я, как всегда, очень надеюсь, что видео оказалось для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Только у меня на канале вот такие подробные разборы фото и видео. Большое спасибо за то, что вы их смотрите. Меня зовут Фил, это Честный блог. Не болейте. Всем счастливо и пока.